Друзья, всех приветствую! Вы на канале Поиск монет и кладов. В первой части моего путешествия я приехал на старинный военный форпост 18 и 19 века. Находки, друзья, у нас здесь были как и 2 года назад, так и в прошлый раз просто отменные. Нашел здесь интересную брошку старинную, нашел здесь монеты, нашел здесь предметы быта военных лет, то есть 18 именно и 19 века. Ну и много интересного там было найдено. Сегодня я буду продолжать здесь искать. Место я выбрал самое перспективное сегодня, а именно будем сегодня копать царские казармы. По некоторым историческим данным, более подробно вы можете в первой части посмотреть эти исторические данные. Я там более подробно рассказываю. Пишется, что здесь в свое время располагалось более 500 военнослужащих. Можете себе представить? Следовательно, что это значит? Что вероятность и шанс, что здесь теряли старинные вещи, в том числе монеты и все перечисленные предметы, огромная. То есть вероятность большая. Сегодня я металлоискатель зарядил, будем ходить, лопата наточена, и все, что было потеряно, мы будем искать. Усаживайтесь, друзья, поудобней. Обязательно подписывайтесь на канал, ну и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые серии и быть в курсе событий. Так что, друзья, погнали! Именно на вот этом пустыре у нас стояли царские казармы. Вот здесь была кирпичная часть, то есть вот сюда в сторону кустов. Сейчас это все заросло. Местные развезли эти все кирпичи. Что оставалось, не знаю, почему это все не сохранили. То есть, а вот дальше туда стояли деревянные бараки. Бревна это раскиданы все уже часть. В прошлом сезоне я показывал эти бараки разваленные. Итак, зацепился за место и выкопал первую монету. Давайте посмотрим. Она маленькая лежит. У нас земля на усух вся сухая. На усух вся земля сухая. Ну, копейка маленькая. Николаевская, Николая II. Видим уже 1/2 копейки с серебром. А, не серебром, это эти. Поздняя же. Николая II, там у него просто копейки были. Ну вот, более-менее хороший сохран. Зелененькая где-то лежала полоска на монете, окисленная. Земля, конечно, у нас бетонная, у нас уже больше месяца, наверное, дождей нету. Все на усух сухое. Но, тем не менее, монетки находим на старинных местах. Конечно, если бы почва была влажная, проводимость лучше, соответственно, находки, возможно, и глубже были бы, и разнообразней. Лучше проводимость. Решил немного поближе подойти к фундаментам казармы. Вот отсюда именно угол начинался. Ну, не знаю, камера вряд ли передает, наверное, эту такой небольшой пригорок. И он в ту сторону пошел. То есть, как стены раскатились сюда. Местами кирпичи торчат. Обнаружил вот здесь сигнал хороший металлоискателем. Так, где тут у нас? 64-45. 64-45. Земля очень твердая. Очень твердая. Сигнал какой-то, видимо, мусорный, неглубокий был. $73, друзья, это у нас, возможно, монета. Ух, земля даже не разрывается. Ну и где сигнал? Ага. Ложка, блин. Ложка. Может, мельхиоровая какая-нибудь? Клеймо есть какое-то.
Клеймо. Так, давайте смотреть. АЛГ какой-то или АЛЦ. Вот здесь завод-изготовитель и такая эмблема. Ну, советская ложка, не старинная. Да, вот это здесь места. Уже у нас вечереет, приехал сегодня уже ближе к вечеру. Солнце уже скоро часа через 2 сядет. Ну, а мы вот такие находки старинные собираем. Тоже в металл берем. Друзья, рекомендую проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме того, есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Кроме того, для поисковых отрядов действуют особые условия. При покупке металлоискателя назовите промокод «Поиск кладов» и вы получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Ссылку на магазин, друзья, оставлю в описании под этим роликом. Переходите и заказывайте. В восточной части, где располагались казармы, обнаружил, друзья, котлован, ну, диаметром, наверное, метров 15 диаметром и глубина метра 3. У меня такое подозрение, что это был какой-то подвал, который впоследствии осыпался. Ну и здесь на одной из сторон обнаружил хороший сигнал на металлоискателя. 32 сигнал. 32 сигнал. В том, что сигнал очень такой отзывчивый, очень тонкий и громкий. Частота у него большая. Ну, в плане частота имеется в виду периодичность звука. Периодичность звука частая и, соответственно, неглубокий сигнал. Ага, сигнал вообще наш исчез куда-то. Вообще исчез. Но это говорит о том, что, может быть, упал поглубже туда. Так, где-то тут. Нашел, друзья. Кусочек каблука. Или оправа какая-то была. Кусочек, да, это кусочек оправы. Возможно, от иконы даже. Сколько возможно было, я почистил. Это какой-то уголок такой, как обрамление чего-то. Внутренняя часть сильно окислилась уже. Ну, у меня такое предположение, что это набивка на каблук, на сапог. Потому что вот здесь имеется отверстие. У кого есть какие предположения, пишите, от чего это может быть. Ну, металл — это медь. Медь или бронза. Потому что такая увесистая и не металлическая, то есть не железо, имею в виду. Вот такие находки. И здесь посмотрите, вот такой котлован. Не знаю, камера передает, туда вот идет огромная такая впадина. Я думаю, это был подвал и потом впоследствии осыпался. Надо будет потом стенки это прозвонить. Вот это да, друзья. Ладно, места старинные. Друзья, сейчас обнаружил такой тонкий сигнал именно на стенке, где идет обвал в эту низменность, где, судя по всему, был подвал. Может быть, какие-то катакомбы здесь стояли, ну, то есть находились. Не знаю, к сожалению, что здесь было, но сигнал хороший.
61 сигнал поменялся уже. И вот то есть туда идет весь осыпавшийся этот подвал. Надо будет его тоже исследовать потом. Есть, друзья, монетка. Со второго взмаха обнаружили монетку. Монетку. Ух ты. Орел уже, вижу, просматривается. Это копейка. Фу. Ну, сохран более-менее приятный, такой зелененький. Ну, верховая была окисленная. Вот такая у нас красивая старинная монета оказалась под катушкой металлоискателя. Номиналом 1 копейка. 1827 или 29 какой-то из 20-х годов, в общем. Инициалы минтмейстера АД. Здесь надпись копейка и КМ. Ну, старинная монета. Год, к сожалению, не скажу. Посмотрите, вот прилипла там как раз. По-моему, 29-й. И вот нашел я ее ровно. Ну, вот идет скат туда. Такой. И в подвал в этот осыпавшийся. Я думаю, здесь постройка какая-то массивная такая стояла. Ну, метров сколько, 15 она, наверное, диаметром. И вот такие монеты на стенках лежат. За последние 2 года очень сильно поменялась местность, выросли кустарники, вот часть фундамента заросла. Плюс с той стороны, где я сейчас ходил, тоже вообще все заросло, не знаю, как там даже ходить теперь. Может быть, вырубать это все, мелкий кустарник. Ну и что вы думаете? По территории фундамента продвигался, обнаружил сигнал хороший. Ну, полностью штык, вот сантиметров 30 он, наверное. Думал, все, пятак Екатерининский выкопал. Однако нет. Нашел тоже старинная вещь, конечно, но менее ценная. Это у нас вот такая штука под названием конская упряжь. Это от сбруи лошадей запрягали. Ну и вот такие вот находки здесь потеряли. Но оно и не удивительно, что здесь копается огромное количество вот таких элементов. Они тоже, я считаю, хорошей находкой, старинная, которая о многом говорит. Тем более это старинный форпост, где военные несли свою службу на лошадях, соответственно. Потому что огромные территории нужно было объезжать, территории нужно было патрулировать, охранять. Следовательно, везде лошадей запрягали, распрягали, теряли это все дело. Ну и вот, я думаю, подтвердят те люди, которые копают тоже, что за сезон можно, ну, наверное, килограмма 2 их насобирать. Пишите в комментариях, сколько, кстати, вы находите за сезон, потому что я копаю, ну, наверное, целые пакеты. На металлоискателе сигнал, друзья, минус 9 и 68. 65, 45 проскакивает. Только что я вот здесь крестик выкопал. Буквально сантиметров 30, наверное. Сигнал где-то здесь. Нету. Нету. Вот здесь сигнал наш. Друзья, вы что, посмотрите, что я обнаружил. Это 5 рублей. Друзья, это 5 рублей.
Вы это видите? Чистого золота. Одна золоте. 9 долей. Ёпарнасоте, а. Вы видали, что я обнаружил, друзья, здесь на этой казарме? Вот он, фундамент идет. Вот это, друзья, номер. Вот это, друзья, номер. Чистого золота. Один золотник. 9 долей. 9 долей. А год какой? 1830. Ёпарасоте, друзья, это золотуха. Это золотая, друзья, ё-моё. Вот это я приехал сегодня на коп. Вот тут я только что выкопал этот крестик. Где он у меня? Где он у меня крестик-то? Вот он у меня крестик, я выкопал здесь. И рядом вот эта вот монета. Не, ну это золото же стопудово. Я просто находил, но я находил этот только. Блин, там какой-то пастух еще ходит. Там пастух какой-то идет, надо уйти туда в сторону. Ладно, сейчас включимся. Вон где-то там идет, кричит. Мелькает по кустам. Только крики слышно. Ну, внимание не буду привлекать. Поэтому решил уйти немножко в сторону. То он там мелькает. Перешел, друзья, с того места, где я сейчас только что копал. По причине того, что пастух коров гнал. Ну и не стал привлекать к себе внимание. Тем более с металлоискателем решил оттуда уйти. Но то, что я, друзья, сейчас я обнаружил, вы только посмотрите на это. Это реально золотая, чистого золота. Один золотник, 39 долей. Санкт-Петербургский монетный двор. 1830 года. 5 рублей номиналом. Это, конечно, я подозреваю, что у меня сейчас интернета нету здесь посмотреть. Но я подозреваю, друзья, что вряд ли она стоит очень мало. Надо будет посмотреть по каталогам. Ну и рядом крестик вот такой лежал. Тоже обычный крестик православный. Вот, кстати, в это время потеряли его. Но это, конечно, друзья, нонсенс. Это нонсенс. Он здесь, судя по всему, коров где-то гоняет недалеко. Потому что я его в прошлый раз здесь видел тоже. Ну и чтобы не привлекать внимания, лучше уйти. Друзья, вот это сегодня мега коп под вечер получился. Офигеть, а. Ну, конечно, надо еще ее на подлинность проверить, на всякий случай. Ну, спил, конечно, я не буду делать, но, блин, она бы за столько лет она окисилась бы, правильно же? Золото не окисляется, насколько я знаю. Так что предстоит посмотреть еще ее, что за монета. Такая вот, надо на весы ее повешать, положить точнее, взвешать и посмотреть, можно через вытеснение воды определить, что золото или нет. Такие, друзья, находочки, блин. Ладно, сейчас уйдет он. Вернемся там, походим еще раз. Пока рассматривал, дорогие друзья, монету, пока еще отвлекал здесь пастух со своими коровами, прошло время, к сожалению, уже стемнело, ну и, соответственно, надо уже отправляться домой. Завтра с первым лучом солнца я сюда обязательно приеду, но я думаю, сейчас я еще там пробегусь все-таки, потому что велика вероятность, что она была там не одна. Ну, я так прошелся, сигналов практически нет, да, только металлические какие-то отклики такие. Завтра более детально приеду сюда с Етрак, обязательно исследую и все, что найду, вам обязательно покажу. Это будет уже в третьей части. Ну а на сегодня, друзья, все. У нас уже стемнело. Снимать уже камера не позволит.
Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!